острова. Следующий слайд, друзья, посвящен муниципалитету Ливадия-Ларнакас. Здесь мы видим новое жилье, 2532 евро стоимость. И снижение, друзья, внимание, опять, это уже второй город-муниципалитет, минус 0,08% за месяц. Внизу дублирующиеся данные, только уже в экселевской табличке. Давайте посмотрим, что произошло с данным муниципалитете за один год. Период исследования июль 2025 год 2521 евро. И в июле 2026 года 2532 евро. Посмотрите, картинка повторяется, как и в муниципалитете Арадипу. Только здесь рост продолжался до февраля месяца. И с марта месяца уже мы видим динамику снижения нового жилья. Это всего лишь 5 месяцев. То есть это могут быть колебательные процессы. Но что-то мне подсказывает, что два города, которые синхронно показывают отрицательную динамику снижения, ну, в одном 6 месяцев, в другом 5, это уже ближе похоже на тенденции. Хотя утверждать пока еще не берусь, слишком короткий период сравнения. Смотрим, что произошло в Ливадии и Ларнакас уже со старым жильем. А вот здесь динамика роста, друзья. Плюс 0,23% всего лишь за один месяц. И стоимость 2177 евро за квадратный метр. Ну, разница вы можете посчитать, да, сколько там 380, ну, почти по 400 евро, ну, не 400, 380, 300, наверное, 50. Разница большая между новым и старым жильем. Может быть, поэтому старое жилье показывает положительную динамику роста за месяц. Но давайте посмотрим, что произошло в течение года. А в течение года совсем другая картинка. Видим, что стоимость квадратного метра в июле 2025 года 2017 евро. И на протяжении всего периода времени видим динамику роста 2177 евро. Это у нас и июль месяц 2026 года, что в годовом измерении показало динамику роста плюс 2,83%. Посмотрите, какая большая разница в поведении рынка. Я предполагаю, что новое жилье в Ливадии Ларнакас или Ларнакас, это много было построено и выставлено на продажу нового жилья. Ну, новое жилье – это первичный рынок. Когда оно вводится в эксплуатацию, оно переходит в категорию вторичного рынка. И, соответственно, вот этот избыток товара на рынке и мало покупателей вызывает что? Корректировку стоимости товара, что, собственно говоря, мы и наблюдаем по новому жилью. А вот по старому жилью здесь, наоборот, мы видим, что так как оно более дешевле, бюджетнее, стоимость продолжает расти. Следующий слайд посвящен драмалаксиамену. Здесь, друзья, мы видим, что небольшой, в общем-то, муниципалитет, город, рынок недвижимости, ну, не то что слабо развитый, но в основном новое жилье, и где мы видим, что в выборку попало новое жилье, видим, что 2295 евро стоимость квадратного метра, динамика роста 0,09% за месяц. Небольшое, но все-таки видим, что динамика роста. Давайте посмотрим, что произошло за год в данном муниципалитете. Июль 2025 года 2289 евро. А здесь вообще интересный рынок недвижимости себя вел. Смотрите, рост до, это какой у нас, 8 месяц, да, до августа 2025 года. Потом снижение до января 2026 года. И опять незначительная динамика роста. Но в итоге мы увидели незначительную динамику роста всего лишь за год 0,23%. Ну, это еще тоже не тенденции, ну, всякое может быть, друзья, поэтому я, как оно называется, не берусь сейчас судить о том, что будет, пока тенденции не вижу, но все может быть, что мы увидим в следующем месяце опять динамику незначительного снижения. Ну, посмотрим, потому что как-то так вот такие эти самые, хотя аппроксимирующая кривая, я сглаживаю это все равно, как нестабильно себя ведет рынок недвижимости в данном муниципалитете. Следующий у нас, так, вот это мы уже посмотрели.
Да, общины, значит, которые входят, или агломерация общин, можно так назвать, которые входят в провинцию Ларнака. Здесь очень быстро пройдем. Апартаменты новые показали снижение за месяц минус 0,41%. Можете посмотреть по населенным пунктам. Это населенные пункты разбросаны по всему, так сказать, по всей провинции Ларнака, начиная от побережья, предгорья и выше. А вот за год видим, что произошло. И за год видим, что динамика снижения присутствует минус 1,91%. Но это среднее арифметическое число по всем, так сказать, населенным пунктам, которые входят в агломерацию общин провинции Ларнака. Мы говорим сейчас о новом жилье. Смотрим следующий слайд, который посвящен старому жилью. И также будем говорить о агломерации общин провинции Ларнака, только старое жилье. Вверху колебательный процесс длиной 1 месяц, незначительная динамика роста, плюс 0,12%. А внизу, друзья, видим, что за 1 год вот эта агломерация общин провинции Ларнака, старое жилье показало все-таки положительную динамику роста, плюс 1%. Вот так вот интересно себя ведет. То есть первичный рынок явно был переоценен и показал в итоге снижение. Первичный рынок, я имею в виду новое жилье, прошу прощения. А вот рынок, который старое жилье, в силу своей, так сказать, небольшой стоимости, показывает динамику роста. Переходим, друзья, к следующему. Если вы